Две молодые орхидеи с цветоносов одного и того же материнского растения с одинаковым генетическим кодом. Что стало с ними через месяц после получения по почте? Как напоить обезвоженные орхидеи быстро, если вы не боитесь воды? Как одна маленькая, тоненькая и совершенно бесплатная деталь определит судьбу быстрой адаптации орхидей дома? И как эта же самая деталь позволит вам оставить свои орхидеи надолго? Когда у орхидей начнут расти новые корни от ствола в открытой системе и в классической? А когда и в какой системе у орхидей начнет расти новый лист? Пластиковую бутылку какого объема необходимо обрезать для того, чтобы из нее получилась идеальная подставка и емкость для полива орхидеи, посаженной в стандартный горшок диаметром 12 см? Почему не все корни орхидеи зеленеют во время полива? И, наконец, в какой системе посадки орхидея будет развиваться быстрее? Об этом и о многом другом вы узнаете из сегодняшнего видео. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Чуть более месяца назад от зрительницы канала из Москвы Елены Тереховой поступили две орхидеи от одного материнского растения. Посмотрите на свои экраны, вот эти две орхидеи в прежних условиях содержания. Фотография сделана 9 июня прошлого года. Акцентирую ваше внимание, обе детки выросли на цветоносе одного и того же материнского растения. А вот эти же самые две молодые орхидеи спустя 10 месяцев перед отправкой посылки на канал. Малышки были отправлены на канал в качестве благодарности за спасение материнского растения. Вот оно на ваших экранах. Орхидея погибала, но благодаря методам канала была возвращена к жизни. Посылка с орхидеями преодолела расстояние в 10 тысяч километров из Москвы во Владивосток за 4 суток. Но поскольку все эти 4 суток орхидеи находились в посылке с открытой корневой системой, на момент получения они заметно снизили тургор листьев и имели полностью просушенную корневую систему. Самое первое, что я сделала после получения орхидей и распаковки, это искупала их под душем с полным погружением и листовой массы, и корневой системы под воду. Напоминаю вам, что орхидеи способны восполнять недостаток воды в своих организмах не только при помощи корней, но и при помощи листовой массы. Но этот метод подойдет лишь тем владельцам орхидей, которые сами не боятся воды. Купание под душем также позволяет избавиться от всех возможных вредителей механическим методом, то есть смывая их водой. В данном случае мы не просто смываем механические вредители и их яйца, но и лишаем их воздуха. После того, как орхидеи тщательно искупаны под душем, они продолжают находиться в тазу с водой, но уже при естественном свете. Листья орхидей при этом я закрепляю в положении вверх. Именно после полной или частичной потери тургора листьев у вас есть такая уникальная возможность закрепить листья так, как вам в дальнейшем будет удобно. Мне удобно, когда листья орхидеи располагаются четко вверх. Метод полного погружения орхидеи под воду дает очень быстрые результаты. Уже через полчаса тургор листьев обеих орхидей значительно улучшился. Чем хороши такие видео? Видео с продолжением.
тем, что демонстрируют судьбу орхидеи. Они показывают, что даже после таких купаний с полным погружением орхидеи не гибнут. Орхидеи напиваются и начинают развиваться колоссально быстрыми темпами. Не верите? Все еще думаете, что орхидеи боятся воды, как огня? Тогда досмотрите это видео до конца. А те зрители, которые уже не сомневаются в главенствующей роли воды для орхидей, поделитесь этим видео со всеми заинтересованными. Я уверена, многим будет интересно. А хотите узнать истинную причину проблем на стволах орхидей, пожелтений, гнили и прочих негативных явлений? Это не вода, это сосудистый спазм, вызванный излишней просушкой орхидей. Именно поэтому в коллекциях у тех, кто постоянно просушивает свои орхидеи до хруста, так часты бактериозы, микозы, и орхидеи умирают буквально от счастья за 2-3 дня. Но не будем о грустном. Вернемся к радостным событиям этого месяца. Добавь это в посадку орхидеи. Одна маленькая деталь, которая развяжет вам руки. Так называлось первое видео о 2 орхидеях с одного материнского растения. Я решила поместить обе орхидеи в разные системы содержания. Одну из них в открытую систему, а вторую в классическую. И если вы не смотрели это видео, я очень рекомендую вам это сделать. Ссылку на видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. В комментариях под тем видео я предложила зрителям делать предположение, какая из этих орхидей зацветет быстрее. Нет, они еще не зацвели. Но о темпах их адаптации и развития мы уже можем поговорить. Заканчивая предыдущее видео, я уже сказала вам, что у орхидеи в классической системе посадки наметился корневой рост. Я намеренно поместила более слабую орхидею, у которой всего 2 листа, в классическую систему посадки. Я хотела уравнять их шансы. Ведь орхидеи в открытой системе посадки придется адаптироваться не только к новым условиям содержания, можно сказать, на другом континенте, в Азии, но и к новой системе содержания. И я понимала, что орхидеи в открытой системе посадки придется адаптироваться едва ли не в 2 раза дольше. А как получилось на самом деле? Когда через 3 дня после выхода прежнего видео я увидела в центре розетки орхидеи, посаженной в классическую систему посадки, вот это, я была очень поражена. Мало того, что у орхидеи начался корневой рост, так еще и новый лист появился. Вот что значит дать орхидее напиться. Орхидея в открытой системе посадки отставала, хоть и ненадолго. Корневой рост у нее был замечен через неделю после выхода предыдущего видео. Процесс пошел, с радостью подумала я, а ведь орхидее пришлось адаптироваться дважды. Еще за неделю орхидея в классической посадке показывала просто чудеса эквилибристики. Корни от ствола у нее стали пробиваться, как грибы после дождя, а лист показывал невероятные темпы прироста. Напоминаю, орхидеи всего 2 недели в новых условиях. А затем обеим орхидеям, как и всем орхидеям в моей коллекции, предстояло еще одно жизненно важное испытание. В первых числах мая в наших квартирах с центральным отоплением это самое отопление отключают, и у орхидей начинается совершенно другая жизнь.
На улице еще достаточно прохладно, а в квартирах и вовсе холодно. Иногда температура опускается до 15 градусов. Как повлияло значительное понижение температур на развитие орхидей? В данном случае абсолютно никак не повлияло. Орхидеи как развивались невероятно быстрыми темпами, так и продолжили свое развитие. О влиянии температур на развитие и цветение орхидей есть отдельное видео на канале, и если вы его не смотрели, обязательно сделайте это. Конечно, температуры влияют, но не имеют главенствующего или приоритетного значения на развитие орхидей. И это доказанный факт. При этом необходимо отметить, что сейчас я говорю о допустимом температурном диапазоне для выращивания фаленопсисов от плюс 14 до плюс 28 градусов. После отключения отопления на улице порой было гораздо теплее, нежели внутри квартиры, и орхидеи выходили на открытый балкон погреться. Одновременно орхидеи проходят процесс адаптации к прямому солнцу, ведь им предстоит жить в таких условиях. Вот так выглядели сестренки-москвички на начало мая. У орхидеи в стеклянной вазе начался активнейший корневой рост буквально везде. А я продолжала активно помогать орхидеям, запуская процесс С3 фотосинтеза в дневное время с помощью каждодневных опрыскиваний. Для тех, кто задает одни и те же вопросы в комментариях: опрыскиваю ли я орхидеи только на улице? Нет, я опрыскиваю орхидеи везде, внутри квартиры, на улице, в ванной комнате, в любой комнате в пределах квартиры. Это не имеет приоритетного и определяющего значения. Самое главное во время опрыскивания орхидей – одно единственное условие. Орхидеям должно быть светло во время водных процедур. Именно свет в достаточном количестве является определяющим фактором для запуска всех основных процессов в организме орхидеи. И помните, что при достаточном количестве естественного солнечного света орхидеи потребуется очень много воды. Зачем орхидее нужна вода? Она нужна растениям для того, чтобы образовывать из нее новые клетки. Помните, не удобрение, а именно вода является основным строительным материалом для любого высшего растения и для орхидеи в том числе. Помните, не удобрения и не всеми любимые подкормки нужны орхидеям для правильного и бурного развития и роста, а достаточное количество света и воды. И напротив, если вы дадите своим орхидеям самые лучшие, самые дорогие удобрения не в то время и не в тех условиях, вы нанесете своим орхидеям непоправимый вред. Теперь о корнях. Почему одни корни на вашем экране ярко-зеленого и насыщенного цвета, а другие имеют белый цвет? И что это за коричневые окончания корней вы видите? Зеленые корни – это полностью функциональные корни с вызревшим веломеном. Белые корни, которые не зеленеют во время полива – молодые корни, покрытые водоотталкивающим слоем – суберином. Растущий или апикальный кончик корня может быть коричневого, бордового или насыщенно-зеленого цвета. Наблюдайте за корнями своих орхидей. Чем длиннее апикальный или растущий кончик корня орхидеи, тем лучше. Посмотрите, как красиво растут новые корни у орхидеи, посаженной в классическую систему посадки. Каждый корень устремляется вглубь субстрата и не пытается убежать из него.
Это является основным признаком того, что орхидея приняла новую посадку, и она ей нравится. Если корни ваших орхидей растут куда угодно, только не вглубь субстрата, задумайтесь, что вы делаете для орхидеи не так. Чего же не хватает орхидеи, когда она пытается убежать из собственной посадки? Чаще всего в таких посадках орхидеям нечего пить или нечем дышать. Как обеспечить орхидею и тем, и другим в классической системе посадки? В этом нам поможет та самая маленькая, тоненькая и абсолютно бесплатная деталь, которую мы можем поместить в посадку любой орхидеи. Поместить можем в посадку любой орхидеи, а использовать по прямому назначению только по требованию. Фитиль в посадке орхидеи может быть как внутренним, так и внешним, как используемым, так и нет. В качестве идеальной подставки и идеального резервуара для воды подойдет обыкновенная обрезанная пластиковая бутылка. Для стандартного горшка диаметром 12 см самым лучшим образом подходит бутылка объемом 2 литра, обрезанная на любую удобную вам высоту. Обрезав бутылку повыше, вы можете сделать для орхидеи очень удобную подставку. Я использую такие подставки, когда мне нужно расположить проблемный экземпляр орхидеи ближе к источнику света. Ну а если в такой бутылке сделать большое количество вентиляционных отверстий, из нее получится прекрасный горшок для орхидеи. Универсальная вещь вторичного использования 3 в одном. Подставка, резервуар для воды или горшок. Вам выбирать. А я продолжаю опрыскивать орхидеи. Я делаю это так часто, как мне позволяет свободное время, хоть 10 раз в день. И сейчас пришло время сделать оценку результата. Как влияют постоянные водные процедуры на орхидеи? После получения орхидей из Москвы прошел месяц. Вот так выглядят орхидеи сегодня. Орхидея в классической системе посадки развивается более активно. У нее несметное количество корней везде и вот такой подросший новый молодой лист. Изначально более сильная орхидея, посаженная мною в открытую систему, полностью в ней адаптировалась и активно начала наращивать корневую систему для открытой посадки. У обеих орхидей полностью восстановлен тургор листьев. Листья самостоятельно стоят четко вверх. Как всегда, выводы делайте сами, но здесь темпы развития орхидей, конечно же, очевидны. Орхидея в классической системе посадки развивается более эффективно. И мне очень интересно наблюдать, как более слабое растение в приоритетной системе посадки догоняет более сильное. А может быть, это случайный скачок вперед? Как думаете вы? Давайте еще раз посмотрим, как менялась жизнь орхидей на протяжении года. Вот так они выглядели в июне 2022 года. Вот такими они были 5 апреля текущего года. А такие они сейчас, спустя месяц жизни, в новых для них условиях. За этот месяц я их купала многократно, топила под водой полностью, опрыскивала каждый день, а им все нипочем. Видимо, они не знают, что орхидеи боятся воды. Растут и мощно развиваются вне зависимости от системы посадки, как в открытой, так и в классической системе, пусть и немного
разными темпами. А потому я еще раз проговорю для вас прописную истину. Орхидеям все равно, в чем расти. Главное – обеспечить им два необходимых для нормального развития фактора: большое количество солнечного света и адекватное этому свету количество воды. На этом официальную часть видео считаю оконченной, а теперь о еще более приятном. Сегодня 19 мая, и я хочу поздравить всех тех, кто имел счастье быть пионером, с Днем Пионерии. Всякий, кто знает ответ на клич «Будь готов», напишите его в комментариях. Ну а пока вы пишете, я напомню вам, что 21 минуту вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если это видео оказалось для вас интересным и полезным, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.